Друзья мои, с вами живой музыкальный дневник. Первая страница февральская 13-го года. И начну я ее с вальса, который называется «У камина». Когда наплывает тоска беспардонною тенью, когда на душе моей никак не уснуть, старинный забытый камин я подкину поленья, и память меня унесет в неизведанный путь. Я вижу просторную залу и яркие свечи, под дивного вальса полет и шуршанье шелков. Мелькают пленительных дам обнаженные плечи, и мчатся им вслед эполеты гусарских полков. Кружится Москва с Петербургом, ликует Россия. Сияют спасителя храма с небес купола. Великий народ воздает благодарность Мессии, и вторят ему громогласные колокола. Откуда им знать о масштабах грядущих пожарищ, о том, что империи славной померкнет звезда, что свергнет с престола царя пролетарский товарищ? Вальсирующие не знают о том, господа. Но вот догорает камин и погашены свечи, и звездною пылью рассыпались искры костра. Умолкли далекого бала салонные речи, лишь тихо мелодия вальса звучит до утра. И тихо мелодия вальса звучит до утра. Я его давно не пел, но вот история создания этого романса, я бы сказал, оригинальная. Со своим другом Геннадием Ивановичем Дебровой, который старше меня на добрый десяток лет, мы оказались у него на даче в Рязанской губернии, там, где река Ока сливается с речкой Проней. Замечательный край, зеленый, просторный. Мы и рыбу ловили, и в гости ходили, и песни пели, и в бане парились своей домашней. Вот, но у него есть замечательный камин. И вот когда мы там сиживали, покуривали и потихоньку подтягивали, да, обстановка была такая романтическая, отдохновенная, я бы сказал, шумной суеты московской. Вот, мы очутились вот в таком добром месте. И прошло где-то, не прошло и месяца, я написал, навеянный вот этой моей поездкой, написал этот симпатичный, на мой взгляд, роман. Вот так неожиданно мы сегодня вступили с вами на лирическую тему. Продолжить я ее хочу стихотворением, которое написано не так давно. Оно вроде как без названия. Я одинок в толпе людской, мне скучно в шумном маскараде. Да отчего, скажите ради, распят я суетой мирской, алкая, хищники снуют, предчувствуя дележ добычи, гремят цепями шеи бычьи. Где там сегодня подают? Панель и подиум одно,
И с молотка идут кокетки, и жаждут золоченой клетки, и честь запродана давно. И правит головами дурь, и жизнь предельно виртуальна. Когда бы не было печально, меня не посещала хмурь. Вот так вот мой лирический герой оказался на другом маскараде 21 века. И закончить нашу встречу я хочу стихотворением, также написанным не так давно. «Беспредел». В стране творится беспредел. Народ остался неудел. Там олигархи, тут бомжи, а остальные у межи. И так опять, кому вершки, кому ботва да корешки. Да где ж ты, дедушка Крылов? Каков устав и мир таков. Герои ходят в сторожах, бандиты вечно на ножах. Разборки, стрелки, беспредел. Народ остался неудел. Спасибо. Вот так мы с вами окунулись и в прежние века, и в нынешний непростой, суровый, жесткий. Будьте здоровы.